Каждое утро у вас есть два выбора: оставаться спать с вашими мечтами или проснуться и пойти за ними. Приветствую, дорогие друзья, на нашем канале Гильдия рассказчиков. Сегодня мы с вами поиграем в Фаере на моей новой колоде. Я собирал ее, вдохновляясь от колоды Сергея. Колода на Селесте. Мой вариант. Так, уже нашелся у нас поединок. Наш противник Балтазар какой-то. Вот, сразу Селеста залетела, но играть изначально я ее все равно не смогу, потому что в колоде у меня не всех карт по одной копии. Фанатика я оставлю. Не знаю. Начнем строить песок. Why Колода so требует много serious? песка, а именно 5 штук, и одну воду. Вода здесь требуется не только для изменчивого прилива. Также у меня тут есть провальный эксперимент. Это карта, которая позволяет, с более дешевым на 4 делает любую карту в руке дешевле, но когда вы разыгрываете это существо, оно сразу же умирает. И фишкой этой колоды является такой легендарный дракон песчаный, которого зовут Азарай. И он отлично играет с вот этой картой. Кошмарный шайтан. Да-да-да. Он, Азарай ворует у противников атаку, забирает ее себе, тут же умирает и передает, свою атаку кошмарному шайтану. Классная игра началась, у меня 2 существа, и у всех 0 атаки. Также в колоду я добавил из синих, карт Глашатая. Он тоже требует всего одну воду и делает, карты, у которых 5 и более здоровья, дешевле. По-моему, на 2 единицы феерии. Так, наверное, тут пора уже какую-то карту взять, а то как-то нет ничего, чем можно было бы поиграть. Во, глашатай подъехал. Противник играет на красно-синих, но пока только элементали существ. Непонятно, на чем именно он будет играть. Может, черепахи там будут, тоже классная карта. Вот таких вот, карт, которые кошмарный шайтан. Их у меня 2 в колоде, поэтому я сразу же выбросил Селесту. Но теперь, когда я одного уже сыграл, то Селеста заиграет как положено. Задумался противник.
ты. Там какая-то вот дорогая колода. Играть мне опять как-то нечего. Но пока это меня устраивает. Я собираю фаерию, подготавливаю земли. В дальнейшем смогу перейти в какую-то более агрессивную игру, размениваться существами. Мгм. О лягушении. Испугался противник. Но у меня есть еще одна такая карта. И все забрал. Как так везет людям? Мне обычно так не везет. Да ладно. Я тут даже не знаю, что тут можно сыграть. Просто ставить фанатика для существа. Существо ради существа. А я могу сам себя передвинуть? Незначительная ошибка у противника. Ух, за одну единицу маны. Огр. Передвинуть существо я могу. Как-то так. Противник агрессивно уходит в атаку. Сложно тут будет что-то ему предложить. Но все необходимые земли как уже построены. Но сейчас такая ситуация, что я много урона пропускаю, и мне надо... Нам нужно забирать существо 6-4, иначе как?
Я тут даже не знаю, что поставить. Ах, не успел. Поздно пришла идея нормальная. Насмешка. Летать я далеко не могу. Наверное, сделаем то, что я хотел сделать в прошлый ход. Так. Как бы это мне не особо помогает. Ну все, на этом завершим ход. Очень напряженный деф получается. Противник оставляет жить нашего дракара, может даже что-то бафнется, хотя бы что-то. Нужно играть с другой стороны. Ариану. А интересно, ну пока она разбафанная, то через провальный эксперимент точно нет смысла его играть. Я вижу, что шансов вытащить поединок уже очень мало. Селеста. Дорого, слишком дорого. Дугаган нас тоже не спасает. Нет, вообще не поможет, потому что провальный на Селесту, если сыграть, то она умрет до того, как я успею что-либо сделать. Я думаю сыграть провальный на Ариану.
она даст еще какое-то сокровище в колоду. Я смогу ее еще раз сыграть на этом же ходу, наверное. Но противник здесь наносит летал, это не помогает. Играется ветровал. Это уже 4-й ветровал за игру. Показал все, что можно. Все, что было в запасах его колоды. Но я бы прям не назвал колоду противника очень сильной, просто что-то пошло не по плану. Я думаю я думаю, мы не будем судить колоду по одной игре. Посмотрим, сможет ли она себя реабилитировать и сделать пару побед, или это будет 3 поражения. Но я на самом деле на этой колоде играл до видео только 1 раз, только одну игру. Тогда выиграл. Мне понравилось. У нас противник на 9 ранге. Азарай прилетел. Азарая я оставлю, потому что карта легендарная, и тяжело будет ее получить снова, если поменять. Да и даже без провального эксперимента и этой комбинации все равно карта хорошая. Противник что-то прям с первого хода задумался. Не знает, с какой земли начать. Горы. Пойдем, наверное, в другие стороны. Яко поставили напротив фланга противника на случай, если это будет мидрейндж, чтобы убили Яка, и он свою атаку передал кому-нибудь следующему. Радует, что противник пока задерживается и не пропускает сбор с колодцев. Да, это мидрейндж, скорее всего, здесь будут шиполомы красно-зеленые. Будем держать пока контроль на столе, пока это возможно. Хорошо, что без бафа. Отлично. Так.
Ну, наверное, я выставлю сюда это существо. Мгм. Построим, наверное, еще песок по промофану, чтобы собирать из этого колодца. Бомбометатель. Let's explode together. Но у нас тут остается наш летающий друг, который добивает бомбу. И заходит отличная карта. Буксировщик Сверхнебесья. Так, заняли 3 колодца. Теперь осталось придумать план, каким образом наше существо 7-5 переместить более-менее в атаку. Но здесь есть и аэродримский фанатик, и конюх. И сам по себе он имеет штурм 2. Обучение Кхарима, кстати, в колоде тоже присутствует для того, чтобы подарить ему полет. Противник радует, дает нам возможность построить там свой песочек, и я думаю сыграть Кхарима. Embrace the wild wind. Я думаю, можно потихоньку копить на Зарая. Как-то противник расстроился землями, но толком существ и не ставил. Была одна красная насмешка, еще одно красное существо и бомбометатель. Элементаль зашел поздно, я уже все необходимые пески построил. Ну, кстати, сейчас элементаль может и сыграть. За 0 мы получаем карту. Не знаю, как с этим всем можно вообще разобраться. Есть- Посмотрим, что сможет дать противник в ответ. Ну, я тут как бы наношу летал. Что ж, 1-1. Колода себя показала. Мне дали 2 звездочки за более сильного противника. Мой ранг только 15. Мы играли с 9. Да, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях идеи для колод.
Возможно, вы хотели бы видеть какую-то колоду на какой-то определенной карте или вообще предложить свою колоду и показать ее нам и зрителям. Решающая игра, будет ли колода положительным винрейтом или с отрицательным. На счет точно будет 2-1. То долго не может найти нам противника. Поиск уже целую минуту. Мне мне бы хотелось, конечно, чтобы сыграла сейчас вот та комбинация с Азараем через неудачный эксперимент. Но вдохновлялся я колодой Сергея на Селесте. Там у него целая куча вариантов колод. Пока на канале есть только 2 версии. Это тоже такая желтая с одной, опциональной водой. Но, насколько я помню, там всего одна карта, которая требует воду. И желто-красная с опаляющим призраком. Тоже интересная колода. Можете посмотреть. Мне даже желто-красный, второй вариант, нравится намного больше, чем первый. Так, нашелся наш противник. Играем мы с человеком на 8 ранге. Почти 7, ему 1 звездочки не хватает. Ну и обучение я оставлю. Все здесь оставляем. Начнем с Яка. Колода, ну, я бы не сказал, что прям очень дорогая. У нее средняя стоимость 3,6 феерии. Ух ты, это раш. Вот с рашем я тоже еще не играл. Интересно. Интересно. Это мне аж страшно, что он может поставить. Хм. Но пока нам не хватает маны для того, чтобы разыграть еще одно существо, поэтому пока просто соберем феерию. Конечно, желательно максимально постараться закрыться землями, чтобы не давать ему атаковать с существом с одной клетки. Не мог он переходить на сразу 2. Он выходит на фланг. Уходит на фланг. Я вот думаю, стоит или не стоит Халима обучение давать и разбиваться. Но я думаю, что не стоит, потому что он наносит урон всем существам. Если он что-то еще поставит, то нанесет урон и сам себе. А может быть и стоит, потому что не хочется лишние 2 единицы урона получать. Наверное, сыграем все-таки через обучение Кхалима.
Уберем неприятное существо. Наш як доблестно погиб. Поставлю я его справа, просто чтобы мануса дать, потому что пока атаки 0. Будет здорово, если сейчас зайдет карта. Я, к сожалению, забыл, как она называется. Имеет 6 атаки и 0 здоровья. Представляешь, я сразу удивлю. Ты. Так, ну я думаю, надо выставлять небесного капитана, как бы там ни было. Хотя бы 4-2 он на себя принимает и передает свою атаку следующему существу. Плохо, что с одного фланга он занял и колодец, и там целых 2 песка. У него есть просторы для того, чтобы активно атаковать меня. А, Да, и помешать ему будет тяжело, тяжело. Здесь я разберу 4-3 и выставлю. Да, будем играть через Кхарима. Было бы здорово еще, конечно, Embrace the wild wind. Шайтана сыграть, но маны не хватает. Мое здоровье тает, но и противник своим демоном сам себе успешно наносит урон. Кошмар. Кошмар. Ликвидация демона. Да. Неудачный поединок. Но надо что-то выставлять. Надо что-то выставлять. Ага. На его песок только могу поставить. Или на соседний. Просто передвинуть. Еще одна спешка.
У меня есть еще похищение души, которое теоретически могло бы спасти ситуацию на этом ходу, но дальше... Молитва Кхалима. Ух, еще и дальний бой здесь есть. Ну, интересная колода, конечно. Why so serious? Похищение души. Да. Давайте посмотрим на четвертую игру. Может, удастся завершить хотя бы ничьей, а то как-то некрасиво проигрывать. Я бы хотел еще попробовать собрать какую-нибудь колоду на идеальной защите, где мы не будем вообще атаковать противника, будем просто защищаться от него, тем так, чтобы у него закончились карты, и он сам умер. Но против Раша такой колодой сложно играть, потому что здесь нет ни насмешек. И вообще пара существ 0 атаки изначально, их нужно раскачивать. Есть, нашли нам оппонента. Грамф. То интересно, в Фаерии редко попадаются прям похожие какие-то колоды. С кем не попадаешься, всегда с какой-то новой идеей. Так. Ну, Глашатай для старта прям отлично. Изменчивый прилив, думаю, тоже. И последний кошмар неплохо смотрится, потому что он один, не хотелось бы его выпускать. У противника 7 ранг. Если мы сможем его победить, нам дадут 2 звездочки за более сильного противника. Противник не может определиться со своим первым ходом. Горы. Начну я строить пока песок. Все равно глашатая сыграть не получится. Ух ты. Так, что тут у нас? Получает +2, +1 каждый раз, когда погибает вражеское существо. Получается, я буду раскачиваться от смертей своих существ, и противник тоже будет раскачиваться от существ, которые будут умирать. Да, все тут будет честно, экологично. Наверное, я сначала глашатая поставлю.
поближе. Поближе. Я думаю, противник все же пойдет за маной. Не будет упускать столь ценный ресурс. И дальше мы сможем его подловить чуть-чуть. Но это не точно. Да, нельзя давать раскачиваться. Нельзя. Так, отлично. Еще удешевилась тоже неплохая карта. Строим песок. Ну давайте, наверное, не будем показывать, что у нас прям... Хотя нет. Сыграем более дешевую, если что, чтобы кошмаром была возможность разыграть. Таких карт и всего две, так как одна уже сыграна, то Селеста, которая в колоде, будет играть. Ух ты! У противника тоже есть Селеста. Но не зря, не зря. Кошмар у меня приготовлен был. Ну хотя сейчас Селеста опасна только тем, что она там собирает себе ману. Даже не знаю, стоит ее убивать сейчас или не стоит. Можно, конечно, Ариану до Кагана туда вкинуть, но он тоже убивается любым гневом. Да, я все-таки зачищу его для того, чтобы он просто не собирал. Противник вряд ли догадывается, что у меня тоже есть Селеста. Если она мне зайдет, и мне удастся насобирать столько маны, я думаю, мне удастся его удивить. Здесь мы будем играть. Так, рывочка у него нет. Ну, Ариану вкини между колодцами тоже. Четыре песка есть, пятый пока можно не строить. Там у нас еще где-то элементаль в колоде валяется. Но противник очень старался бороться за дабл коллект. Возможно, у него там есть еще что-то дорогое. Ух. Но я думаю, пока... Мне бы хотелось по флангу продвигать наше существо. Ну и я думаю сыграть Ариану еще раз, разбиться и сыграть. Будем пока закроем так земли. Ариана будет нам приносить атаку.
Было бы здорово еще порыв ветра иметь в руке, но пока такого нет. Задумался противник, хотя гнев все-таки гнев. Хочет он очень сильно собирать ману. Думаю, он уже посматривает на 13.5. Я сейчас сыграю второго такого существа. Думаю, он планирует еще раз гневом забрать. Есть у нас провальный эксперимент, но он нам пригодится позже. Да ладно, противник так просто позволяет нам. Наносить урон в лицо, но не знаю. Не знаю. Сомнительно. Будем ставить Ариану. Хотя нет. Пос- Поставить ее между колодцами. Или все-таки в лицо. Можно вообще вот джабку поставить хорошую в центре противника. Да, это вторая вода. Ненужная мне. Но мне уже и песок практически не нужен. Десять маны достаточно много. Тут можно разобраться из 13.2, из 5.4. Так, есть. Let's explode together. 13.2 разобрались. 5.4 пока пропускается. Подходить, не подходить. Ману желательно взять.
Давайте посмотрим, что там за легендарная карта нам зайдет. Азарай. Берем ману. На следующий ход, может быть, сыграем и Азарая. Хотя он здесь уже как бы и не нужен. Но просто для красивой команды. Это вторая Селеста? Интересно. А откуда у него вторая Селеста? Он играл во время легенд? Я не помню какого. Интересно, за 17 карт две Селесты сыграл. Так, сюда он достает везде, где мне бы хотелось сыграть. Закроем тут земли на всякий случай. Embrace the wild wind. Теперь Азарая играть через провальный эксперимент не вариант. Если не воровать атаку, то оставлять ее при себе. Плеск. Противник старается все контролировать. Маны здесь мне хватает только на Ариану. Только на нее. СК у него нет, перемещений не будет. Ты манда. Welcome to my court. Какая интересная колода у противника. А где моя Селеста? Я тоже хочу Селесту. Так. Так. Порыв ветра, это сколько у меня будет карт? 5? Ну да. Противник сдался. Ну, колода сыграла не так, как я ожидал, но все равно это победа. У меня, кстати, переход на новый 14 ранг. Я думаю, на этой позитивной ноте можно завершить.
Колода показала себя с 5-10% результатом из 4 игр. Но я думаю, она может лучше. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Играйте вместе с нами. Предлагайте свои идеи, колоды, игры. Всем спасибо. Всем пока.